Друзья, мы приветствуем вас на нашем семейном канале Trip Life Family, и мы продолжаем наше путешествие по невероятному Вьетнаму. В нашем первом выпуске вы уже успели познакомиться с южным городом Вьетнама Данангом, а сегодня мы отправляемся изучать Вьетнам дальше. В сегодняшнем выпуске вас ожидает путешествие по северной части Вьетнама. Это не Северный полюс, это не Исландия, и это даже не Фареры. Это Вьетнам! Увидим Хайфон и невероятную бухту Халонг. Ну что, Надя, пройдешь? Если пройдешь, значит можно еще сладкое. По сумочке, еле-еле. Побываем в городе Ханой и на его необычной улице. Мы это сделали! Покажем самую красивую деревню и заповедник Там-Кок. И где? Привет! Попутешествуем на необычном транспорте в нашей жизни Так мы еще не ехали. и посетим абсолютно другой Вьетнам. Как может сыр лежать не в холодильнике? Объясните мне, еще и с яйцом. Загадочка. Загадочка, да? После 4 дней отдыха в Дананге наше путешествие продолжилось. Следующим мы выбрали город Хайфон. Друзья, как же добраться на север страны? Вот представьте, вы, как мы приехали в Дананг, и вам нужно добраться в Ханой или, как нам, в Хайфон. Переживать не стоит. Во Вьетнаме есть все перевозчики. Здесь есть и поезд, который приблизительно за 17 часов прямой вас доставит непосредственно в Ханой. Здесь есть и знаменитые слипинг-басы, о которых мы поговорим чуть позже. Также можно доехать и на автомобиле, есть хорошие магистрали, но учтите, что тоже проведете в дороге 12 часов. И, конечно же, самолеты. Вот именно этот вид транспорта мы выбрали сегодня. Вообще во Вьетнаме 5 авиакомпаний, но популярны 2. Это VietJet, знаменитый лоукостер, который очень похож на Аэразию, только дешевле, и вьетнамские авиалинии, которые выбрали сегодня мы. Представьте, они созданы в 1956 году. Год, как длится война, а они тут авиакомпании создают. Мы воспользовались услугами авиакомпании Vietnam Airlines. Полет длится всего 1:20 часа. Только взлетел, и ты уже приземляешься в Хайфоне. С этого города мы взяли трансфер, вот такую огромную маршрутку, на всю нашу семью с комфортом. Вышло всего $50. В пути 40 минут, и мы оказались в Бай-Чай-Халонге. Бай-Чай – это один из самых известных пляжей Вьетнама, расположенный в живописном заливе Халонг. Вдоль побережья расположены рестораны, бары, традиционные театры, а также парк Хуанг-Дже, где можно провести время всей семьей. Здесь можно насладиться как спокойной атмосферой, так и активными развлечениями. Оптимальный период для отпуска с апреля по июнь, когда теплая, но не слишком жаркая погода. Море будет чистым и спокойным. Летние месяцы привлекают множество туристов, поэтому бронирование жилья стоит планировать заранее. Мы как раз приехали под открытие сезона, и людей практически не было. Заселились в хороший отель с видом на пляж, и вот такой просторный номер нам обошелся всего $40 завтраком. На следующее утро нас ждал круиз по бухте Халонг. Идем с Надюшей по вечернему Боже мой, У них все города на Нет. Хайфон, это не Хайфон. Хайфон это мы прилетали, а это Халонг. Халонг, да. Короче, идем мы по вечернему Халонгу. Первое, что заметили, днем вообще город пустой. Мы приехали в час дня, город просто был мертвый. Думали, что не сезон, а нам потом объяснили, что все днем ездят, смотрят бухты, поэтому жизнь тут начинается после 7 вечера. Вот мы сейчас вышли в 6 вечера, а, честно говоря, город все равно пустой. Ну, все так горит, ярко. Вот впереди красивая улочка, ярко, все. Ну, где люди? Ребята, где люди? Мы видим такси, мы видим огни дискотеки, но не видим людей. Да, отель вон, ну этот пустой, понятно. Этот отель полностью пустой. А мы и в поисках еды и людей.
утро, друзья! Сегодня направляемся в самое главное место в Халонге. Это бухта Халонг. И посмотрим, почему сюда столько приезжает людей, почему она настолько популярная. И у нас будет одно из главных развлечений здесь – это круиз. Когда вы бронируете круиз, трансфер не входит в стоимость, и его желательно забронировать отдельно. Это выйдет дешевле, чем граб добираться до пирса. Так, мы прибыли на наш пирс. Здесь очень много пирсов. Наш вот 38-й. И на каждом пирсе стоит свой круиз. Есть где-то прямо совсем уставшие. У нас, такой еще более, вот я смотрю, надеюсь, что это будет наш. Более посовременный. Потому что если посмотреть на вот эти такие... Hello, 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 hello. Обычно в бухту Халонг все приезжают для двухдневного круиза. Что это означает? Вы прилетаете рано утром, едете на пирс до 10, потом у вас в 12 отправлений. То есть вы должны быть на пирсе за 2, максимум за 1,5 часа. И у вас включен обед, ужин и на следующий день завтрак. И возвращают вас в 10 утра на следующий день на пирс. Вот такой двухдневный круиз здесь продается чаще всего. Туда входит питание, развлечения, каякинг и непосредственно еще входит сама каюта. У вас роскошные там каюты, есть прямо с ваннами, такие есть очень дорогие. Мы же боялись, что не успеем по времени, потому что мы действительно прилетали в 11 дня, и мы бы не успевали на наш этот круиз, который мы захотели. Поэтому мы решили остаться в Халонге и выбрали для себя второй вариант. Это однодневный круиз, где вы приезжаете, как мы, в 10 утра на пирс, их здесь достаточно. Мы выбрали для себя хорошую компанию Carnival Cruises, приехали на пирс в 10, и у нас в 10:30 будет отправление 7-часовой круиз, где у нас тоже будет обед и ужин, не будет завтрака, не будет ночевки, и обещают нас в 6-6:30 вечера вернуть сюда на пирс. Поэтому сегодня мы вам покажем однодневный круиз в бухте Халонг. Стоимость такого круиза на 2025 год составляет $40 для взрослого и $30 для ребенка до 6 лет. Дети до 2 лет бесплатно. В эту стоимость включено питание, полноценный вкусный обед и 1 перекус. А вот напитки отдельно по вашему желанию уже за дополнительную плату. Давайте посмотрим, что входит в наш круиз. Что вообще находится в нашем круизе? Вот это у нас капитанский мостик. Здесь кают нету, потому что вы не ночуете, это однодневный круиз. Они здесь попросту не нужны. Есть бар. Так, это у нас что? О, смотрите, какая, ребята, просторная уборная. Это вам не простой гальюн на круизе. Так, у нас есть мини-бассейн. Кстати, водичка прохладненькая. Так, здесь у нас еще есть... Опа! Так, вот такая вот комната в виде атриума, где можно просто сидеть. Видно, когда много народу, здесь на второй палубе тоже подается пища. А так здесь пока никого. И давайте поднимемся на третью палубу. Слушайте, третья палуба самая интересная. Самая интересная. Вот здесь куча диванов, столиков, стульчиков. Просто красота. Самый красивый вид открывается непосредственно с третьей палубы. И посмотрите. Вот. Перед нами сама бухта. Куча кораблей. Много и круизных. Так, мы возвращаемся на первую палубу. Так, и вот, ребята, первая палуба. Здесь главный бар с напитками, коктейлями. Это все не входит. Входит только питание, которое будет подаваться приблизительно через час после отправления. Люди сидят под кондиционером. Наши дети. Дети!
Так, и выходим. Чик. И вот лестница на вторую палубу. Так. Надюша? Бухта Халонг – чудо природы и одно из самых популярных туристических мест Вьетнама. На береговой линии протяженностью 120 километров пляжа Байчай-Бич здесь находится около 3000 скал и островов. Кроме того, здесь найдутся коралловые рифы, мангровые леса, небольшие пресноводные озера, растущие болотами леса и, конечно, песчаные пляжи. Только своим названием бухта Халонг уже привлекает путешествия. Название можно услышать в разных вариантах: бухта спускающего дракона или там, где дракон спустился в море. В заливе Халонг есть несколько небольших пляжей, на которых можно позагорать, любуясь прекрасными пейзажами. Пляжи расположены на разных островах, разбросанные заливом. Добраться до них самостоятельно вы не сможете, поэтому лучше заказать однодневные или многодневные туры, которые включают в себя, кроме различных видов отдыха, еще и посещение пляжа. Одно из самых красивых мест на Земле, бухта Халонг включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Названная 8-м чудом света, она занимает площадь почти в 1500 квадратных километров. Большинство островов необитаемы и почти не были подвержены воздействию человека. Постоянные жители есть на 2 больших островах – Туан Чау и Кат Ба. А еще из интересных моментов в бухте Халонг снимались такие известные фильмы, как «Индокитай», «Джеймс Бонд. Завтра не умрет никогда», «Конг. Остров черепа» и «Создатель». Первая остановка в нашем круизе – это остров Бо Хон, но это не обычный остров. Тут находится жемчужина бухты – пещера Сунг Сот. Чтобы добраться до пещеры, нас пересадили с нашего судна на катер и доставили непосредственно к острову, в котором находится эта пещера. Необходимо было подняться по каменной лестнице, ведущей к входу. Подъем занимает около 10-15 минут, но по пути открываются красивейшие виды на залив. Внутри сделана подсветка, что придает пещере нарядный и немного сказочный вид. Сразу хорошо. Внутри в пещере. Вот, так сразу же остываешь, да, Мирочка? Хорошо. Здесь бы им бы бар какой-нибудь придумать. Вообще были бы молодцы. Пошли, дочка. Пещера Сунг Сот – одна из крупнейших и самых впечатляющих в заливе Халонг. Благодаря своей уникальной архитектуре и волшебной атмосфере это место ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Обнаружили ее французские исследователи в 1901 году. Название переводится как «пещера сюрпризов» из-за невероятных видов, открывающихся по мере продвижения внутрь. Одна из главных достопримечательностей Вьетнама состоит из 2 больших залов, соединенных узким проходом. Первый поражает своим просторным куполообразным сводом, достигающий 30 метров в высоту. Его часто сравнивают с огромным оперным театром, благодаря акустике и эффектному свечению сталактитов. Второй зал открывает перед посетителями еще более масштабные виды. Здесь можно увидеть уникальные сталагмиты, пресноводное озеро и даже игривых обезьян, которые обитают вблизи входа. Чем глубже туристы заходят внутрь, тем больше впечатляющих пейзажей открываются перед ними. Причудливые формы каменных образований, игра света и теней создают поистине сказочную атмосферу. Ну что, Надя, пройдешь? Если пройдешь, значит можно еще сладкое. По сумочке еле-еле. Ну что я могу отметить? Пещера кажется очень легкой, но усталость, как после хорошего футбола. Уставшие все. Тяжелая лесенка. Я не знаю,
передаст ли камера, он, ну, наверное, не особо видно. Приличная лестница, прилично ступенек. Ну, теперь уже возвращаемся на круиз. И последняя остановка в нашей экскурсии было катание на скоростном катере. Хочу еще раз отметить, что абсолютно все, включая билеты в пещеру, катание на катере, питание, входит в стоимость $40 однодневного круиза. Ну красота! Где еще так дешево можно получить такой сервис? На скоростном катере можно насладиться живописными видами, бухтами и драйвово в прямом смысле этого слова провести время. Ну и напоследок катание вот на таких колоритных лодках и кто хотел по желанию на каяках. Также потрясающие виды вам обеспечены. А далее мы отправились обратно на пирс. В 18:30 мы прибыли обратно и счастливые отправились отдыхать в номер. Завтра нас ждет смена локаций, новый город и новые впечатления. На следующий день мы отправились в столицу Вьетнама, Ханой. Время в пути 2 часа в очень комфортабельном трансфере. В Ханое мы заселились в хороший отель, где есть ресторан и большой бассейн, и даже детская комната. Такие апартаменты на всех вышли нам $170 в сутки. Друзья, мы с вами в Ханое, в одной из старейших столиц в мире. Представьте, 1010 год, 22 года, как только крестили Русь, а уже сюда перенесли столицу. Представители династии Ли из Нямбиня перенесли столицу сюда, в Ханой, и сделали крупным городом. Кстати, Вьетнам тогда, в XI веке, выглядел немного иначе. Он был больше похож на Северный Вьетнам до объединения в 1975 году. А сейчас Ханой – это столица объединенного Вьетнама. И очень крупный город. Здесь проживает почти 9 миллионов. Но если вы думаете, что это самый крупный город, то хочу вас разочаровать. Есть крупнее. Это столица бывшего Южного Вьетнама Сайгон, которая сегодня называется Хошимин. Именно там проживает на 500 тысяч больше, почти 9,5 миллионов населения. Мы же с этой площади начинаем знакомство с этим огромным красивым городом. Суматошная и шумная столица Вьетнама – город Ханой, способна повергнуть в шок неподготовленного туриста. Тротуаров в Ханое почти нет. Там, где есть, они всегда заставлены припаркованными мотобайками, лотками торговцев и стульями из ближайших кафе. Пешком тут, как и везде в Юго-Восточной Азии, никто не ходит. В Ханое вполне безопасно, хотя, конечно, гулять по ночам по извилистым неосвещенным переулкам все же не стоит. Для неопытного туриста настоящим испытанием станет переход улицы. Сплошной поток мотобайков никогда не иссякает и никогда даже не думают сбавлять скорость перед пешеходным переходом. Выход только один – поднять руку, чтобы вас увидели, и храбро шагнуть в поток транспорта. Идти надо медленно и с предсказуемой скоростью, и все водители будут вас объезжать. Вьетнамцы не сидят дома, они всегда на улице. Что-то мастерят, курят трубку, просто болтают или играют в кавай. Мы решили познакомиться с городом именно с посещения самой знаменитой улицы Ханоя. Друзья, мы находимся с вами на, наверное, самой главной улице Вьетнама и самой центральной улице Ханоя. Это Main Train Street, где
по-любому вы видели эту улицу, где проходит поезд несколько раз в день. А по будним дням он чаще, по выходным 2 раза в день. Вот по этой улице. И вокруг, слева-справа, куча кафешек, которые именно за счет этого и живут. Самое интересное, что эта улица была открыта еще в 1902 году французами. И до сих пор она действует. Не считая, в 22 году ее закрыли, по-моему, на пару лет из-за безопасности. Так, друзья, вот расписание поездов на этой улице. Оно также есть в интернете. Но сразу хочу сказать, что это расписание будних дней, потому что в выходные он работает по другому графику. И учтите, что не в каждое время идет поезд. Не в каждое. Мне кажется, на этой улице можно найти все, что угодно. Здесь постоянно к тебе подходят, вот как прямо сейчас женщина хочет предложить популярные вьетнамские шляпы, тебе предлагают сигареты, алкоголь, бесплатная любовь. И, естественно, огромное количество кафе и баров, где наполняются людьми буквально за полчаса до прибытия поезда. Железная дорога рядом с Ханоем была построена еще французами в 1902 году. И за прошедшее столетие Ханой так разросся, что железная дорога проходит чуть ли не через центр города. В большинстве мест она огорожена и безопасна, но есть несколько участков, где поезда проходят совсем рядом с жилыми домами. И не в каких-нибудь десятках метров, а в самом прямом смысле на расстоянии вытянутой руки. Одно из таких мест находится рядом со старым кварталом, в котором всегда полно туристов. И несколько лет назад какой-то неизвестный фотоохотник за красивыми кадрами обратил внимание на живописную улочку, по которой проходят настоящие железнодорожные пути. Разумеется, он разместил свои удачные фото в интернете. Кто-то их увидел и решил повторить. И понеслось. Сначала десятки туристов, потом сотни, сейчас уже тысячи. Но история Трейн-стрит только начинается. Опять какой-то неизвестный, но сообразительный вьетнамец, а предпринимательская жилка у них очень сильна, увидел, что на улицу зачастили иностранцы, и открыл небольшое кафе. Идею оценил и повторил сосед, потом сосед соседа. И постепенно вся улочка превратилась в сплошную кофейню. Власти время от времени пытаются прекратить этот опасный аттракцион, но, скорее всего, это уже невозможно. Разве что снести улицу. Ну что, до поезда осталось каких-то 15 минут. Все кафе уже забиты, детки наверху. А мы с Надюшей заняли вот здесь место у подножья поезда, чтобы снять Красивое видео для вас. Надя. Долго, да, сидим здесь уже полчаса. Приготовилась для фоточки. Видите, я сразу с двойной аппаратурой. Пам-пам. Последнее приготовление. Убирают столы, которые прямо у подножья поезда. Вот видите, напротив встали. Нам на пластиковых тоже не разрешили сидеть. Вот, сидим у стеночки. И стоять не разрешают. Вот дядя ходит, всех гоняет и ругается, кто будет стоять. Пока мы ждем поезд, есть отличная возможность напомнить о наших курсах самостоятельного путешественника. Если вы хотите научиться выгодно находить билеты, составлять маршруты и планировать поездку в любую точку мира, то наши курсы – это то, что вам необходимо. Ссылка на курсы и все подробности будут ниже в комментариях. Ну что, погнали смотреть поезд? Ну как, Надюша? Боже, у меня камера была вытянута, я даже не знаю, что там получилось. Боже, посмотри. Улица еще минут 30 держится людьми, потому что все хотят Сфотографироваться на рельсах. А вообще улица живет как
типичный студент. От сессии до сессии здесь живут от поезда до поезда. 30 минут до, 30 минут после. Утром нас уже ожидал гид. Сегодня мы отправляемся в самую привлекательную ремесленную деревню северного Вьетнама – Quang-Phu-Cao. Всего в часе езды на машине от Ханоя, около 30 километров, местные жители производят традиционно яркие красные благовония. И также нам сегодня покажут, как изготавливают их национальные головные уборы нон-ла – коническая шляпа, сделанная из листьев пальмы, бамбука и других природных материалов. Так, мы прибыли на экскурсию. Надь, ты хоть поняла, на какую? Нет. Нас привезли, не довезли, потому что ремонтируют улицу. Куда идем? Ну вот, знаю, что у нас сегодня точно будет посещение благовоний и, по-моему, мастерская по шляпам. Это то, что я запомнил. Поэтому посмотрим. Увидел, как местные... Hello! Смотрите, как местные... Ага. Hello! Баласия. Вот так вот, смотрите, ребята, местные шьют шляпы, потом продают. Кумбала. Он что-то говорил там, баласия. Не ругался, не? Потому что я ушел, он сразу засмеялся. Так. One of the artist house of this village was been making huts for many generations. But now I will take you guys around for a tour first, yeah, and then we'll come back here later, okay? Окей. Yeah. Такие мы прибыли в деревню, которая делает шляпы. Да. Я думал, что все-таки благовоние будет первое. Его хотелось увидеть больше. The Смотрите, local market here. сразу же на базаре все шьют шляпы. Просто. А, подожди, а это... It's local melon? Такая красивая. Yellow melon. Yeah, I understand, but it's local from here. Yeah, it's local. Yeah, everything here is local. From the local market. Окей, Данечка дадим. Очень красивая просто упаковка. Я подумал, вообще какая-то закос под Японию. Ну, а тут, смотрите, мини-ананасы. Это уже закос под Таиланд. А так, очень похож на одесский привоз. Как говорит наш гид, на местном рынке работают одни местные, торгуют только местным и продают все местным, но и туристам. Все очень счастливые женщины, счастливые мужья. А еще мне нравится, что все здесь шьют. Посмотрите, вот, пожалуйста. Бабулька на коленке вышивает шляпу, очень красивую. Так, Мирочка, вот еще. Посмотрите, ну как же она красиво делает. Can I do video? Yeah? Так, смотрите, как красиво вышивают. Я не знаю, это вышивают, шьют. Боже мой, ну это тоже ручная работа. And what's the price for one? Later we go to the house and then we can buy the hut there. I understand, but what's the price for one? I don't know because it is the house here is not working with my company. Понятно, не хочет говорить, почем здесь, потому что идем покупать там, где он получит, наверное, откат. Ну ничего, мы понимаем, все же зарабатывают. Это бизнес. Смотрите, какая большая. Это же сколько времени все это прошить. А вот эти иероглифы, когда вот первый раз увидели, я был уверен, что это китайские. Я ему говорю, а что тут у вас делают китайские иероглифы? Он говорит, нет, это не китайские иероглифы. Это наши вьетнамские до того периода, когда нас завоевала Франция. То бишь до периода колонизации французами мы пользовались именно такими иероглифами, которые очень похожи на китайские, но при этом отличаются. После прихода французов они поменяли и алфавит. И мы видим вот сегодняшний, где у нас, вот, пожалуйста, сегодняшний вьетнамский язык. Ничего общего с такими иероглифами. Конечно, нам, европейцам, легче,
Ну а местные, возможно, скучают, потому что язык очень похож по звучанию с китайским, но по правописанию полностью отличается. Что это она продает? Интересно. Cái này là cái gì? Bánh đúc lạc đấy ạ. This one is a local food. Local food, no? It's like rice bread, no? Yeah, it's like it's called bánh đúc with a peanut inside of it. If you have tried the one starting from the Chinese, Ага. yeah, it's the same as this one. Понятно. Говорит, что это местные, похоже на рисовый хлеб, внутри с орешками. Но мы пробовать не будем. Окей. Yes. Thank you. И тут, естественно, пахнет. Вкуснейший дуриан. Я все никак не могу его распробовать. Так, будем уходить, ананас купим. Дивіться. Окей. It's a pig. Yeah? Understand. No English. No? Так, англійський не розуміють, але дуже чисто. Не як в Лаосі, нема комарів, дуже прикольно. Дивіться, це вже варена. О, це що? Це, дивіться. Тайнат. Ага. Це вушка варені. Ну, ага, тобто я можу зібрати і як Лего, да? Нема лише носа. Thank you, ladies. Так, ну, дуже чистенько. Там бачу, щось варять. Дивіться. Хто пам'ятає, хто був з нами у Лаосі минулого року, то, звичайно, нема з чим порівняти. Тут класно. Мені здається, як на привозі у початку там 2000-х так само було. М'ясний відділ. Так, тут якісь овочі, коріння. Все, що потрібно вам для салату. Так. Капуста молода. Коріння, огірки. Так, це якісь кабачки. Так, я думаю, що всі запам'ятали, що це не баклажани. Це сині. Візьміть. Ага. Дивіться, от смажить тофу, всередині м'ясо. Прикольно. Difference between three kinds of drag. This is smoke Vietnam. Yeah, this is the Vietnamese tobacco. Yeah. Так, вот это вьетнамский табак. Кто фанат? Вау. То есть это трубка по-вьетнамски, да? Посмотрите. Anh thích chưa? Ага. Все закончилось. This one. You guys know drug, right? Not drug, weed, right? Weed, Yeah. When you smoke weed, you are normal for 5 minutes, and then after that you get high, right? With Vietnamese tobacco, you get extremely high for 5 minutes, and then after that you are normal. Yeah. Weed is illegal here in Vietnam, while the Vietnamese tobacco legal. Yeah, legal. Yeah, you can Так, see, смотрите, у них здесь, ребята, даже зажигалка вот такая огромная. Так, ну посмотрим, да. И как это? Yeah, so only the first smoke of the day is effective. All the other smoke is not as effective. Okay? Okay. Yeah. So, Khánh ơi, cho em ra em nhờ một tí nhé. Yeah, here we have some water here. Yeah, water. А как in она this здесь part. держится? This part Ага. of the В этой pipe. части водичка я понял, а как она? У тебя закрыто здесь? Oh, careful, Ничего себе. Water will come out this way. Ага, понятно, окей. Here То есть we- это местный кальян. It's like, like кальян. I don't know Karian, but this is very heavy. Okay. When you smoke, the smoke go right into your lung. Yeah? And when you smoke, it has to create a sound. Да, говорит, что очень полезно курение. Ну, хотя курение никогда не полезно, но это их очень полезно. The professional will do the example. Yeah? I only smoke for fun, so I can't create the same sound as a professional. Yeah? Так, Here смотрим, is the Vietnamese tobacco. Это табак, да? Natural, yeah? Cái này là tự nhiên đúng không ạ? Yeah, Да. natural. Говорит, натуральный табачок, окей. Вот, значит, смотрим.
Вот сюда Over засовываем, here. поджигаем. You burn until this thing become red. Yeah. Все. You throw away the Выдуваешь tobacco. и вот так вот себе куришь. Смотрите. You can hear the sound, right? The louder the sound, the more professional you are. Понятно, понятно. Чем больше музыка, тем больше ты профессионал. It's very heavy. He's the professional, so he can continue doing what he do. But normally, when we smoke Vietnamese tobacco, we will sit должен still сидеть. for 5 minutes. Because if we stand up right away, we will fall and lie here for 5 minutes. Yeah. Понятно. Если ты будешь стоять и курить, то можешь просто упасть. Ладно. Awesome. Такой он, значит, натуральный. Here's some green tea. Ага. You try. Oh, hot green tea. Смотрите, ребята, вот это национальный чай и в таких вот маленьких кружечках. Green tea. Так, вот он. Как выглядит. Попробуем. Пробуем местный чай. Вау, боже. О, Very strong, bitter. We'll go here, sweet. Yeah. о, very strong. Yes, very strong tea. Это не чай. Я никогда не пробовал чефир, но мне кажется, это что-то очень на него похожее. Просто very strong. Ну як чайок? Трава? Якась трава, і Ти- мені здається, знаєте, Я хочу, щоб ти спробувала їх той. Оцей чай. хочу. Мені не дуже подобається, мені не смачний взагалі. Просто якусь траву замочили, зробили з неї кип'яточок і дали. Ну це не чай взагалі. Це не той чай, який ми купували з Сингапурської роблять. Це що? Under the string, so it doesn't fall off. Yeah. And then you keep filling it around. Yeah. And it should look like this. Yeah. First layer. Yeah. For the second layer. Palm tree leaves. Yeah. Middle. Brown color. В общем, все начинается. Первое, что начинается с каркаса. Вот делается вот такой каркас. Он состоит из 8 вертикальных досточек и 16 бамбуковых колец. Это первое, с чего делается. Вот материал из бамбука. Второе, это делается сам материал. Смотрите, материал делается из таких вот соевых ростков. Вот они какие зеленые, вот они высушенные. Потом вот эти вот ростки, их распрямляют и раскатывают вот на вот таком утюге. Ну, можно назвать его утюг. И начинают формировать на каркасе. Видите? Вот так. И вот у нас что получается первый слой. Это сформированное сначала первый слой ростков. После этого они берут еще вот этот материал, вставляют его также в середину и покрывают еще одним слоем. И вы видите, вот, как получается, вот идет первый слой, второй слой, в середине материал, и все это прошивают нитками. И уже когда это идет к завершению, убирают каркас, и смотрите, какая получается красота. What time for one head? What time he doing one head? 8 hours. 8 hours. To make one hat if it's very beautiful. As you can see, the very colorful one. Получается, одну шляпу он может делать целый день, либо за день делает 2 шляпы. Вот такой вот труд. 8 часов на шляпу. Из вот этого вы получаете прекрасное вот это. А потом вот эти покупают вот это. Я так понимаю, что одну мы уже покупаем. После увлекательной экскурсии мы, конечно же, купили традиционные шляпы и отправились на нашу последнюю невероятную локацию. Когда смотришь впервые на видео и фото в интернете этого места, сначала думаешь, что это какое-то необычное поле, и тут растут красные цветы. И хочется узнать, что ж это за невероятное место и где оно находится. Сейчас я показываю вам красивую картинку, а вот и настоящая реальность. Вот так на самом деле выглядит это место.
Эта деревня Куан-Фу-Као, расположенная в пригороде Ханоя, является знаковым местом во Вьетнаме, известным своим традиционным производством благовоний. Эта деревня привлекает не только фотографов, ищущих художественные кадры, но и путешественников, стремящихся познакомиться с традиционными ремеслами Вьетнама. Посетив Куан-Фу-Као, вы сможете наблюдать за работой мастеров, понять этапы производства благовоний и даже поучаствовать в их изготовлении. Это обогащающий опыт, позволяющий прикоснуться к аутентичной вьетнамской культуре. Вот так эта красота выглядит на видео, потом получается, да? А вот что на самом деле сразу же за стендами работа, уборная, дети ожидают, лестницы помогают, люди фотографируются. И вот, в принципе, все сады. А всегда на видео кажется, боже, это так красиво, это так... Обман зрения. Все приезжают на фабрики аромасвечей и делают вот такие вот фотографии. Посмотрите, здесь прямо пример из фотографий, что может получиться. Если вы не купили шляпу, не переживайте. Вот здесь есть шляпы в аренду. Вот этот материал. Получается, вот эти вот бамбуковые палочки снимают зеленую часть, а оставляют только белое. Потом разрезают на кусочки, и из них получаются в дальнейшем знаменитые аромапалочки. Vietnam, only red and pink is allowed. Yeah? All the other colors inside is only for decoration. Так, ребята, и вот эти палочки, которые уже почищены из бамбука, уже нарезанные. Все, дальше их отправляют в натуральные красители. Вот так отправляется натуральный краситель. Все. И оставляют высыхать на 2 дня. Вот так вот. Здесь под солнышком. 2 дня они высыхают. А мы идем дальше. Друзья, вот наша высохшая палочка. Хоть изначально он говорил 2 дня, но на самом деле достаточно и дня, чтобы она высохла. И вот это вот, то, что мы подкрасили, оно идет для руки, для ручки. Вот сюда мы будем наносить непосредственно вот эти вот благовония. Из чего же они состоят? Смотрите, вот это пудра, синнамон пудра, то бишь пудра из корицы и из различных цветков. Она даже пахнет, пахнет корицей. И вот такая вот машина, видите? Вот такая вот специальная машина. Мы ее включаем. Can I on? Yeah. Вот так, мы ее включаем. Вот эта штучка, которую мы красили, мы ее первой засовываем и резко отпускаем, да? Оба! Все. Мы ее запустили и смотрим. На выходе мы имеем готовую благовонию. Так, мы выключаем, чтобы не тратить электричество вьетнамским ребятам. Все, готовое благовоние. Она остается на 2 дня. И после этого можно использовать. Подожди, или 2... Нет. 1 day or 2 days? 1 day for it to dry. 1 day for dry. Получается 1 день для сушки. And after 1 day you can use. Yeah, you can burn it. Все, после 1 дня сушки ты можешь уже поджигать. Вот так вот, ребята, мы вместе с нашим гидом Дани увидели, как делаются палочки, которые у многих были в квартире, я уверен, это 100%. Возможно, сейчас вы их не используете, но зато вы точно знаете, как их производят и где. Привет! Have a nice day! Сегодня мы отправляемся увидеть бывшую столицу Вьетнама Хоа-Лу. И также нас ждет заповедник Там Кок, поэтому не переключайтесь, будет интересно. По пути нас завезли в магазин с местными товарами и продуктами и сувенирами. Как вы понимаете, выйти с пустыми руками отсюда было очень сложно.
перед посещением Ньянбиня мы заехали в магазин. Не по своей воле. Водитель что-то, видно, скушал вчера. Ему сильно захотелось в туалет и надолго, сказал, что на 20 минут. Поэтому мы пока знакомимся с местными сувенирами. Смотрим всякие сладости. Ну, слушайте, ну красивое вьетнамское все. Все вот это вот сладенькое. Ну, со вкусом дуриана, конечно, наверное, так себе. А вот я думаю, что печенька со вкусом кокоса, это будет очень вкусно. А либо вот, посмотрите, кокосовый шоколад. Или шоколад с кокосом. Ну это же красота. Просто красота. Я бы такое даже попробовал. Дети, вы хотите? А? Кто хочет попробовать? Давайте возьмем одну, попробуем. Возьми, Данечка, возьми. ММДМС Доци. Ну, ММДМС мы везде купим. Ну, естественно, кофе Луак. Смотрите, ребята, и вот это мне еще нравится. Смотрите, шоколад с манго. Держи. Что? Так. Ну, вот это народное творчество нас не прельщает. Все подносы. Может, кому-то нравится, но такой себе вариант. Знаменитые вьетнамские шарфы, ребята. Кто не в курсе, это знаменитые вьетнамские шарфы. Здесь погода как раз такая, что шарф обязательно нужен. Ну и знаменитые вьетнамские дамские базарные сумочки. Ребята, для любителей бухашечки. Водка Ханой, 25 градусов. Не знаю, не пробуем, не употребляем. Кофейный ликер, 25 градусов. Думаю, что вкусно, потому что кофе у них здесь вкусное. Думаю, что кофе должен быть, кофейный ликер должен быть вкусный. Так, что у нас еще здесь? 15-градусный ром. Не знаю, дети у нас 15-градусный не любят. Вот это... Так, я смотрю, они тут сильно, 35-градусная водка, они тут сильно не парятся, не делают что-то прям такое крепкое. Ну, конечно, огромнейший ассортимент кофе. Просто выбор большой. Так, конфеты мы взяли. Я бы что-то еще хотел попробовать. Я вот здесь видел вот такие конфеты, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Блин, ну они с дурианом. Обожаю кокос, обожаю такое Рафаэлло. Ну, по мне, наверное, и видно, что я это люблю. Боже, представляете, это что такое? Яйцо. Ребята, смотрите, яйцо с сыром. Блин, я бы это взял. Ну что, будем сейчас пробовать? Честно, не знаю, что это он выбрал. Я даже не была в курсе, где это он взял, но это, походу, сыр с яйцом. Да, но она сказала, что это очень вкусно. Она говорит, это такой деликатес. $6 за эту упаковку. Многовато, но надо попробовать. Я им не очень доверяю. Как может сыр лежать не в холодильнике? Объясните мне, еще и с яйцом. Загадочка. Загадочка, да? Мне тоже кажется, что загадка. Ладно, попробуем. Да, будем сейчас тестить. Короче, пахнет оно именно сыром, прямо аж через пакет. Смотрите, вафелька Рафаэлка. Или как они называются, эти вафельки? Боже, как оно сыром пахнет. А яйцо тут при чем? You want try? Very nice. No, it's for you. Это нашему водителю попробовать тоже. Очень вкусное. А с чем? А яйцо тут при чем? Ну, внутри, наверное, не присутствует яйцо, но, знаете, такой сыр. Очень вкусно. Очень вкусно. Не знаю. Мне прям зашло. Я боялся, что куплю и зазря, а понимаю, что привезу домой. Классная штука. Реально класс. Хоалу – это исторический город, который был первой столицей Вьетнама в период с 968 по 1010 годы. Он расположен в северной части страны в провинции Нинь-Бинь. Хоалу известен своими живописными природными ландшафтами, включая карстовые горы и реки, а также историческими памятниками. В 1010 году династия Ли решила перенести столицу из Хоалу в Ханой, тогда известный как Тхан-Лонг. Это решение было связано с несколькими факторами, включая необходимость более безопасного и стратегически выгодного расположения для столицы. Очень красивое место, очень антуражное, древнее, действительно
класс и гид наш интересно все рассказывает. Надь, смотри, он сейчас говорит, либо мы идем наверх на гору, либо мы отправляемся сразу на лодку. На лодку. На лодку? На гору 500 ступенек. Что будем делать? Не, во-первых, жарко, очень Очень, душно. очень дети. душно. Не, У нас есть дрон. да. Мы покажем Дрон с дрона, да, полетит дрон вместо нас. Все, мы тогда, окей, we can go on the board first. Дрон покажет за нас, ребят, но тяжело находились. Я уже не знаю, какой сегодня день, действительно. Идем на лодку. Хуалу является одним из самых важных исторических мест во Вьетнаме. В этом районе вы найдете множество храмов, дворцов и других памятников архитектуры, которые оставили свой след в истории Вьетнама. Тут вы можете заняться множеством активностей, таких как катание на велосипеде, походы в горы и многое другое. Хуалу находится вблизи от Ханоя, что делает его легкодоступным для туристов. Местные жители Хуалу очень дружелюбны и гостеприимны, что создает приятную атмосферу для туристов. Так, ну и основная локация, из-за которой приезжают Ньян Бинь, это лодочный тур. Вот что нам предлагают, что будет вот такой вот красивый тур между скалами. И вот такой вот маршрут. Маршрут туда-назад. Идем попробуем. Национальный парк Тамкок во Вьетнаме, название которого означает «Три пещеры», считается одним из природных чудес страны. Его называют Халонгом на суше за необыкновенно красивые пейзажи, действительно напоминающие эту знаменитую бухту. Только здесь вместо Южно-Китайского моря таинственные карстовые пещеры и поросшие изумрудной зеленью высокие скалы, окружены водами неспешной реки Нгодонг и живописными рисовыми полями. Во время лодочной прогулки по парку можно насладиться завораживающими пейзажами и спокойной атмосферой Тамкок, проплыть сквозь огромные пещеры, достигающие длины 100 метров. Интересно, что местные лодочники толкают весла не руками, а ногами. А еще во время круиза можно купить фрукты и самодельные сувениры у торговцев на лодках. Приезжать сюда лучше ранним утром или ближе к вечеру. Днем сюда стекается большинство туристов, да и яркое полуденное солнце может быть чересчур утомительным. Даже если вы отправляетесь на прогулку не в самый пик солнечной активности, не забудьте защитный крем, закрытую одежду или зонт и обязательно средства от комаров. Они тут очень голодные. Фишка на этих лодках – это как они гребут веслами. Практически все это делают ногами. Смотрите. Ну а что вы хотите? Чаевые просто так не зарабатываются. Сидишь, отдыхаешь, а ноги гребут. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Простите, я улетаю в космос. Так, на часах 6 утра, и мы с Бориком в поисках кофе. Мы вот на такой импровизированной станции отправляемся сегодня в Сапа и проходим мимо. Боря, идем. Смотрим, 6 утра. Местные уже каши варят утром. Очень рано просыпается. Вот это вот подмечено. Рано встают. Где-то приблизительно в 4 они уже на ногах. В 6 утра они уже полным ходом готовят завтрак. Мы же ищем кофе. Мы нашли кафе. Ребят, 6 утра, а оно уже открыто. И что нас с Бориком поражает, это, конечно, их стульчики. Посмотрите. Это прям не стулья, это стульчики. Ну вот ощущение, что я пришел на собрание к детям в детский сад. И это правда, у них все вот такие вот столы и стулья. Это встречается просто повсеместно. Боря. Вот Боря, оно заходит каждый раз. Ощущение, что они все здесь маленькие, но ведь это не так.
я не знаю, ну какой-то диссонанс. Ну им удобно, я, кстати, сижу тоже вроде неплохо, но ну, кушать не очень в таком состоянии. Сегодня у нас новый опыт путешествия. Мы отправляемся в город Сапа и путешествовать будем на слипинг-басе. Это самый популярный вид транспорта во Вьетнаме. Если вы никогда не видели и не слышали про такой автобус, то легко спутаете его с обычным туристическим автобусом. На вид он такой же высокий, с одной лишь разницей, что окна немного ниже в высоту и сильно тонированы. Внутри слипинг-баса лежачие кресла. Перед входом в автобус нужно снять обувь. Внутри все ходят босиком, так как спальные места первого этажа находятся буквально в 10 сантиметрах от пола. На входе в автобус дают пакетик, в который складываете свою обувь и проносите ее внутрь. Обувь можно убрать в сумку или положить в отсек для багажа в ногах. Ряды между сиденьями достаточно узкие, и, как видите, пройти может только один человек. Ну как тебе? Я в шоке, честно. Вообще что-то такое необычное. Да, это точно, что непривычный автобус. Вот так вот выглядит. Да. Это честно, первый раз такого. Поспим в автобусе. Где-то еще в автобусе. Дайте мне поспать. Давай, давай, все идут спать. Слипинг-басы ездят по Вьетнаму в основном ночью, преодолевают большие расстояния по 9-11 часов пути. Именно поэтому они и называются слипинг. Но и, конечно, есть дневные маршруты, такие как наш, например. Ханой-Сапа. В пути 8 часов с 2 остановками. Так, вот так выглядит остановка на нашем слипинг-басе. Так как, видите, в обуви ходить нельзя внутри, тебя при выходе ждет вот такая милая корзинка с обувью. Выбирай на любой вкус. Если у вас с собой нету завтрака, можно приобрести здесь, но выглядит все так себе. Думаю, что уборная тоже выглядит так себе. Запахи здесь, конечно, очень скверные. Вот просто вот стоишь и еле сдерживаешься. Очень сильно неприятные запахи. Я не знаю, то ли это мясо, то ли это старое масло. Ну вон, наши все идут в автобус, потому что просто не выдерживают запахов. Воняет, да? Реально воняет. Очень сильно неприятно. Такая себе остановочка. Существует множество фирм таких автобусов, и, соответственно, цены колеблются от того, какой внутри салон и какие удобства. Так мы еще не ехали. Это просто, не знаю, с одной стороны классно, с другой стороны максимально неудобно. Приехали на очередную остановку. Увидели, что здесь можно заказать классное кофе. И вот, что меня удивляет, вьетнамцы просто извращаются на кофе. Смотрите, есть сырное кофе. Ну, кокосовое, окей, оно часто встречается. Но сырное, ребята, камон. Сырное кофе. Надо попробовать обязательно. А ну, конечно же, есть вьетнамский кофе, но мы уже его пробовали. Надо взять сырное. Кокосовое. Или это сырное. Мне кажется, они все на один вкус. Так, это вкусное кокосовое. Сырное кофе необычное. Интересный вкус. Слушайте, после этого автобуса еще больше растрепанный, чем ехал. Мало того, что рано выезжаешь. И тяжелая дорога. Кто-то мне говорил, что прикольно ехать вечером. Не знаю, все равно спать там не очень комфортно. Жалко, нету аэропорта. Обещают аэропорт построить где-то к 26-му или 27-му году. Тогда, думаю, будет получше, поинтереснее. Сапа будет принимать рейсы, я уверен, естественно, с Ханоя. Скорее всего, что, возможно, из Лаоса, возможно, и из Таиланда, Камбоджи, Китая. Поэтому будет поинтереснее. И можно будет дальше продвигать маршрут. Первое впечатление – интересный город. Люди немножко отличаются.
от центральной части. Да и вообще, пока все нравится. Чай, содо, сейфай. Вот так мы уже выучим вьетнамский. Налево, прямо и направо. Сей чай. Да, содо, сейфа. Да, сейфай. Вот, во. Молодец. Сейфа. Так, ну все, мы добрались. Хорошо, что взяли по совету жены. Мы взяли машину. Потому что на самом деле я хотел идти километр. Да ладно, подъем, ребята, ну какой подъем? Ну, Надя говорит, подъем тяжелый. Ну разве это тяжелый? Подумаешь, градусов 60. С чемоданами, с детьми то, что надо. Зато спорт какой. Да? И, кстати, чувствуется, что здесь меньше кислорода. Высота города Сапа, либо Шапа, как его называют, 1600 метров. Друзья, погодка не вьетнамская, погодка сапская. Сзади нас озеро, сзади нас прекрасные вьетнамские детки. И на этом прекрасном фоне я хочу сказать, что мы будем смотреть прекрасную Сапу. Сапа – горный поселок, расположенный на самом севере Вьетнама, возле китайской границы. Здесь в мире и согласии проживают представители 6 различных племенных народностей, сохранившие свою самобытность и уникальные традиции. Каждая этническая группа отличается от другой по внешнему виду и образу жизни. Около 15% населения Сапы – это вьеты, а остальное население – представители черных и красных монгов – тайзяй, дао и сафо. Женщины черных монгов носят темно-синие или черные ткани, тяжелые бусы и серьги, оттягивающие мочки. В отличие от цветных монгов, которые предпочитают яркие расцветки, представители народности Зао легко различают друг друга по особому рисунку вышивки на шапочках. Благодаря необычному этническому разнообразию город Сапа и его окрестности часто называют этнографическим музеем под открытым небом. Однако это не все, ради чего стоит посетить Сапу. Город славится также восхитительными пейзажами, вечно зелеными лесами, кристально-горными озерами и водопадами, цветущими садами и таинственными пещерами. Мне кажется, или дождь начинается? Сразу после дороги мы отправились на потрясающую локацию. Расположенный всего в 500 метрах от центра города Сапа, Моана Сапа предлагает уникальное сочетание природной красоты и искусно созданных миниатюр, создавая атмосферу, напоминающую индонезийский Бали. Этот фотокомплекс, раскинувшийся на площади 10 тысяч квадратных метров, стал популярным местом для туристов, стремящихся запечатлеть незабываемые моменты на фоне величественных горных пейзажей. Среди самых знаковых объектов Моана Сапа выделяются Ворота небес. Вдохновленные балийской архитектурой, эти ворота открывают потрясающий вид на горный хребет Хуан Клиен Сон и пик Фансипан, создавая иллюзию входа в небеса. Статуя Моаны – величественная скульптура девушки, окруженная зеркальной поверхностью, отражающая ее образ и окружающие пейзажи, создавая ощущение гармонии и спокойствия. Бесконечное озеро – спокойная водная гладь, напоминающая бесконечность, с установленным посреди озера белым пианино, добавляющим романтическую нотку в общую атмосферу. Золотая рука – массивная скульптура руки, символизирующая связь между человеком и природой, ставшая популярным местом для фотографий. Моана Сапа также предлагает уютное кафе, где посетители могут насладиться напитками, любыми живописными видами. Рекомендуется посещать это место в ранние утренние часы или на закате, чтобы запечатлеть самые волшебные моменты дня. Билеты можно приобрести в кассе возле локации. Моана Сапа – это место, где искусство и природа сливаются воедино, предлагая посетителям уникальный опыт и незабываемые впечатления. Короче, чтобы вы поняли, чтобы сделать эту фотографию, я думал, она прибьет детей.
Да? Дань, беги, давай. Ну, тут китайцы чуть-чуть, еще бы чуть-чуть, и Надя вон съела вот эту вот китайку. 100%. Ух, просто. У меня все вверх. Миру не видно, Даня, миру не видно. Вот так. Ой, как красиво. Все, супер. Очень переменчивая погода. Идем, дочка, я открою позаданник. Хорошо, что приехали сначала на эту локацию, потому что спустилась дымка, такой прямо туман. Посмотрите. И уже совсем другой вид. Мы успели все поснимать, пофотографировать и даже успели на дрон сделать красивые кадры. Ой, дочь, это для взрослых там. Это еще очередные фотографии. Давай не будем говорить маме, что здесь есть качели, потому что мы тут застрянем до вечера. А папа хочет кушать, понимаешь? Да. А мы на завтра тогда еще найдем. Нет, давай мы с мамой скажем, что все, вот мы все пофоткали, потому что завтра у папы другие планы. У нас тут есть еще очень много классных локаций. Так, вон Надя стоит на очереди. О, боже мой, господи, пугают меня эти китайцы. Які вони пугливі. Данечка, ну как тебе эта локация? Понравилось? Да. Все, едем кушать, потому что очень хочется кушать! Мы едем кушать! Мы, короче, едем на нашу любимую экскурсию. Город очень красивый, очень. Хочется все посмотреть, все пофотографировать. Очень какой-то он такой колоритный. Интересное здание, интересно. Ну, вообще абсолютно другой Вьетнам. Ага. Абсолютно. Это что-то уже новое. Да, да. И он просто очень горный. Так трясет, я не знаю, как там будет снимать. Но он такой горный, ты постоянно вверх-вниз, вверх-вниз. Вот, мы сейчас, короче, нашли один какой-то ресторан, если до него доберемся, покушаем, а потом 1,5 километра в отель. Вау! Вот так вот. Друзья, коротко о погоде в Сапе. Мы утепляемся, потому что собираемся в гору, а мы не ожидали, что в мае месяце здесь будет такая прохладная погода. Нашли какой-то вот фирменный магазин, смотрите, курточки по $4. Борику подобрали, осталось Мира. Да, не повезло, у него было. Слушай, ну это из новой коллекции. Шопинг. Не знает, что такое шопинг. Самое интересное, что в Сапе до сих пор еще елка стоит, вот, на центральной площади. Мы же направляемся в одну из главных достопримечательностей Сапы, это Sun World. Очень схожий с Данангом. И принцип такой же, тоже билеты продаются с буфетом. Мы направляемся вот сюда, Sun Plaza, вот это здание. Именно отсюда начинается путешествие до Sun World. Сначала у вас поезд, потом подъемник, не фуникулер, а как они называются, боже мой, я забыл, cable car. И после этого непосредственно сам Sun World. Там прохладно, высота на горе 380, по-моему. А здесь 1600 метров. То есть, я думаю, что будет ощутимее прохладнее, поэтому мы приобрели куртки детям. И обязательно сейчас купим в Starbucks кофе. Ну и как же без наших друзей китайцев? Без них никуда. Так, здесь написано, что есть шопинг-молл, но по отзывам он здесь ужасен. Ресторан тоже, говорят, не очень. Все, что нам нужно, это Funicular Station, первый этаж. Боря, вот. И мы видим стрелочку, нам нужно на поезд.
Первый поезд, и он полностью забит китайцами. Пожалуйста. Каждые 10 минут ходят поезда, они отсюда, вот тут прямо написано, я попробую приблизить, написано, что с высоты 1,670 м они отправляются до 2100 метров, и оттуда уже непосредственно садятся на канатную дорогу. Как сказал Роман ранее, чтобы добраться наверх, сначала нужно проехаться на фуникулере и затем на канатной дороге. Поездка на фуникулере Муанхоа – это расслабляющая и живописная поездка, предлагающая потрясающие виды на долину Муанхоа, террасные рисовые поля и местные деревни. Канатная дорога Хуанлиен доставит вас на гору Фаншипан, самую высокую точку Индокитая. Это самая длинная трехканатная дорога в мире, проходящая над долиной Муанхоа, а также через 2 туннеля и 4 виадука. Канатная дорога является частью комплекса Sun-World и предлагает захватывающие виды на окрестности, включая горные террасы и деревни. Всего за 15 минут вы подниметесь почти на 1500 метров сквозь облака, наслаждаясь панорамными видами горного хребта Хуанлиен-Сон. Это что, страшненько? Немножко страшно, при том, что я не боюсь абсолютной высоты, но здесь немножко я. Не переживай. Это же Вьетнам. За все отвечает коммунистическая партия. Я больше боюсь не высоты, а больше боюсь, что там очень холодно. Я вот так вот руку высовываю, и мне очень холодно. Просто ледник. Еще и дождь. Ребята, и ничего не видно. Вот ну и что это? Вот для чего это? Так. Надя, как здесь загадывать, как женщины загадывают, там, где там кнопка на лбу, и женщины любят загадывать там Монако, машины. Сейчас он даст. Хорошая помощь. Украинские разговариваем. Как вам Киев понравился? Да. Да? Красивый город? Мне понравился Украина. Работали в Украине? Да, я был. Раньше я был в Киеве. Киев. Харьков. Харьков. Ага. Я был. Девушки украинские понравились? Девушка украинская. Да? Женщина украинская. Девушка я в Украине. Красиво? Очень красивая. Очень красиво. Да. Но как твоя жена. Как жена, да? Очень красивая Да. девушка. Спасибо. В Украине много красивых девушек. Да. Нет, боже, как здесь хорошо. Ребята, я не знаю, кто здесь покупает мороженое, но его здесь покупают. Очень холодно. Здесь наверху сразу же есть магазин. И вы знаете, я даже бы присмотрелся. Вот с удовольствием к такому пуховику. Сколько он стоит? Так, сколько он стоит? Ух ты. Ребята, 1 200 000. Это... Слушайте, это что у нас? Чего? $45. Да, $45. Ну, для пуховика дороговато. Мне он, кроме как во Вьетнаме, не понадобится. Вы знаете, достаточно купить дождевик. Он как делают ребята, потому что он создает внутри тоже такое вот паркое состояние. И, поверьте, будет тоже тепленько. Не нужно покупать дорогущий пуховик. Вот дождевик нормально сработает. Надя, и пуховик не надо. О, молодец, ты еще сумочку вовнутрь засунула. Точно, надо тоже сумочку вовнутрь. Слушай, я брал дрон, но мне кажется, здесь он без толку. Ну что снимать молоко? Цікаво, що ми тут побачимо, а? Не знаю, але погода дуже обманчива якась. Ми, до речі, дітей залишили просто там в кафе, тому що люди
бачу сенсу їх сюди тащити, подивіться. Але я взяв з собою дрон знімати молоко. Так, чтобы вы поняли, сейчас будет картинка, как оно должно было бы выглядеть. Вот эти ступеньки, подъем, Будда на горе и то, что видим мы. Ожидание и реальность. Так, ну там мы видим арку, а Будду вообще даже и близко не видно. Вот тут поснимаем просто. Боже. Это не Северный полюс, это не Исландия, и это даже не Фареры. Это Вьетнам. Вьетнам, ребята. Вот такой. Он разный. Ну пока, честно, не особо понимаем, что мы тут забыли. Ну, хорошо, ну приехали. Ну посмотрели мы Silent Hill. Ну холодно же, а? Ну прям холодно. Ну ветрено же. Ну я не понимаю. Ну зато спорт. Мы решили подняться на самый вид. На самый верх. Посмотрите, посмотрите, какой вид на горе. Посмотрите. Вот где-то там. Будда. Мы вернулись. Очень было красиво. Заплатили кучу денег за эти билеты. Здесь было безумно интересно. Если подытожить, локация, я уверен, очень красивая. Но сюда нужно приезжать, наверное, в конце мая. Начинать приезжать. Раньше нет смысла из-за погоды. А летом вообще здесь идеально. Билеты очень дорогие, немного обидно. Плюс, в отличие от Дананга, где детьми считались 1,40 м, здесь детьми считаются, по-моему, вообще бесплатно только тех, кто ниже метра. Вот, то есть, видите, чем севернее, тем ниже, ниже планка. Ладно, пошли мы ожидать буфет, потому что буфет включен в билет. Будем предъявлять билет на буфет, а потом буфет на билет. Да, друзья, такое иногда случается, что картинка и реальность не совпадают. Но не стоит расстраиваться, это жизнь, и такие моменты могут часто случаться в путешествиях. Я всегда считаю, что главное – это прекрасное времяпровождение со своей семьей, а уже все остальное идет бонусом. Вот эта фирма Мистер Вьет. Очень популярная фирма. Они предлагают кофе, различный шоколад. Вон, пожалуйста, какательный кофе или кофе из какашек всякие. Поэтому будете во Вьетнаме, именно вот этой фирмы Мистер Вьет. Очень много различной продукции. И Мистер Вьет делает очень вкусное манго. Но, к сожалению, мы его здесь не видим. Он есть там со вкусом манго в матче. Вот интересно. Не написано, есть ли здесь сахар в этом манго, слушай. Потому что... Да, вообще ничего не написано. Ну, Не пишется ничего. не написано. Хочется просто сушеного манго. Они везде пихают сахар. Вот просто везде. Вот пример. Сушеная манго. Открываем. И где, Надя, процент? Вот, 95%. Да, это значит, что остальное это сахар. Да, это значит, что 5% сахара. А надо просто сушеная. Сушеный драгонфрут, Надь. О, 100%. Интересно, слушай, надо попробовать. Сушеная, мань. Что это такое, мать? Ну, посмотри. Кобо, тхуба. Вы знаете, что подмечено нами? Чем севернее во Вьетнаме, тем дороже. В Дананге все казалось очень дешево. В Халонге чуть-чуть подороже. В Ханое еще дороже. А в Сапе еще дороже. Но, конечно, до европейским ценам и далеко.
И вот мы зашли в кафе покушать мороженое. Вот наша вся семья кушает мороженое. И вы знаете, ребят, несмотря на то, что сапа, несмотря на то, что вроде бы здесь дорого, ну представьте, мороженое стоит 10 тысяч. Ну, $1 25, мороженое 10 тысяч. Это, грубо говоря, мороженое стоит, ну, 40 копеек. 40 копеек рожок. Ну, вы посмотрите, Надь, у тебя со вкусом дыньки как? Очень вкусно. Вот. Детям тоже пломбир шикарно. Даня, как у тебя bubble tea? О, да, не переживает, чтобы оно было все полезно. Поэтому он кушает пиццу там, где нету мяса. Сынок, это не очень полезно, потому что есть сахар. Но главное, чтобы оно было вкусно. Оно тебе вкусно? Да? Походу не очень. Вот bubble tea самый дорогой, он стоил $1. Вообще кафе интересное, мороженое вкусное. Так, название Mix Ice Cream and Tea с 97 года. Ну, город считается курортным, поэтому, наверное, тут чуть подороже. Но все равно мороженое за 10 тысяч, за 40 копеек, ребят. Ну, это, ну вы о чем? Друзья, наш выпуск подходит к концу, и мне хочется сказать несколько слов о Вьетнаме. Красивейшая природа, дешево, прекрасный сервис, невероятные достопримечательности, добрейший народ, вкусный ароматный кофе, огромный выбор фруктов, шикарные пляжи. Это все про эту страну. Мы посетили топовые места Вьетнама, показали вам красивейшие локации этой прекрасной страны. И я уверена, что после просмотра нашего выпуска вы тоже захотите побывать во Вьетнаме. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно уведомления, чтобы не пропускать наши новые выпуски. До скорых встреч, друзья! Путешествуйте! Наш мир невероятный! Trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha. Lâu bằng cuộc lúa chi phanh qua lúa chân rồng, tua theo tình bóng dáng, trao cho nhau những lời thiết tha. Bye bye.